Всем привет! Меня зовут Наталья, и это канал Цветок Персика. Сегодня мы продолжаем наш мастер-класс по созданию композиции с цветком пиона. У меня есть два мастихина, один более широкий, другой немного поуже, по размеру они примерно одинаковые. Кисточка. Я выложила штукатурку на палитру, различные оттенки зеленого цвета, так как сегодня мы будем создавать листочки. Ну и, конечно, наша заготовка, то есть фон, который мы делали с вами на прошлом мастер-классе, в прошлой части мастер-класса. Я уже говорила, что я немножко добавила сюда оттенков розового и белые пятна для того, чтобы уравновесить по цвету более темную с более светлой частью, чтобы фон работы выглядел более гармонично. И кроме того, еще не показывала, я оборотную сторону заготовки покрыла акриловой краской глубокого ежевичного цвета, который гармонирует в целом с моей работой. То есть у меня тут более светло, и потихоньку это все переходит вот в такой темный насыщенный оттенок. Я нашла вот такую фотографию. Не знаю, будет видно, не будет. Мы не обязательно, что будем делать именно так. Это я буду использовать как образец для того, чтобы смотреть на форму листьев, на форму бутонов, цветочков. То есть у нас будет и более маленький бутончик, и более раскрытый, открытый цветок и листья. То есть вот они у нас такие, состоящие из нескольких частей элементов. И вот сейчас мы попробуем это все изобразить. Напоминаю, что пионы у нас будут белого цвета. Поэтому сейчас я пока уберу в сторонку. Так, вот наша работа. Итак, чтобы сформировать листочек, состоящий из нескольких элементов, я вот набираю на мастихин обычную горочку, как мы это делаем всегда. Вот таким движением выкладываю часть лепестка, часть листика на палитру и делаю набор небольшой части. То есть опять наша горочка. Салфеточкой, чтобы и вот с этой стороны совсем немного, вот такую небольшую часть, и снимаю на палитру. Вот горочка у меня сохранилась. Еще такой краешек. И вот в эту часть, в эту сторону я тоже наберу такой же небольшой элемент. Вот. Сейчас мы эти три элемента между собой объединим. Вот как бы пол листья, кусочек, я его пристраиваю с одного бока моего листочка. А этот элемент вот я пристраиваю с другого бока.
мне нужно вот они такие элементы получились. Вот мне нужно разгладить, объединить в единое целое эти три элемента. То есть листочек у пиона он не просто овальный или какой-то, он как бы такой ступенькой. И чтобы изобразить эти ступеньки, мы вот таким образом объединяем несколько элементов. Разглаживаем. То есть штукатурка мягкая, у нас податливая. Сделать это довольно просто. Вот. И теперь я его еще буду выглаживать непосредственно на работе. Важно сделать довольно удлиненное основание у листочка. Вот такое. Вот видите, он получился у нас не просто овальной формы, а как будто у него сбоку такие небольшие выступы. И вот как бы листок состоит из нескольких таких элементов листка. Я его беру, вот я один уже такой выложила. И выкладываю, сейчас я поверну. И выкладываю его на работу. Вот с небольшим отступом. Можно даже вот так вот. С помощью второго мастихина я снимаю этот листочек. Вот. Сейчас я его закреплю. То есть закрепляем мы, можно ребром мастихина провести по центру листочка, как бы делая такое сцепление с поверхностью. Вот. И так как вот места стыка у меня получились довольно неровные, чтобы их более красиво сгладить и объединить, я возьму кисточку и уже кисточкой всю эту поверхность листика объединю и сделаю единой. Могу еще вот основание листочка удлинить, как бы проводя кисточкой листочек. Вот, и что я сделаю сейчас. Вот видите, этот листочек у меня более темный. Как я этого добилась? Я взяла акварельные краски. Так как вот эта часть листочка у меня уже влажная, потому что я сейчас по ней проходилась кисточкой, я просто акварельной краской такого насыщенного темного зеленого цвета прохожу по поверхности листочка. Можно добавлять еще водички. То есть краска у нас подвижная, течет. В промежутках остаются полосочки, как прожилочки штукатурки, которые у нас более светлого цвета. Вот. Так вот, наверное, будет достаточно. Сейчас можно сформировать стебелечек небольшой. То есть мы уже делали стебелечки такого плана. Мы просто разглаживаем штукатурку.
небольшой высоты. Отсекаем. Еще раз отсекаем. Как бы образуется у нас стебелек той толщины, который нам нужен. Нам нужен стебелек не очень толстый и не очень большой. Чтобы сгладить срез от мастихина, он у нас получается такой махристый, я просто-напросто в руке вот так вот покатаю его пару раз. И сейчас попытаюсь установить на работе. То есть я этим стебельком объединяю два наших элемента. Вот так. Стебелек фиксирую, чтобы он никуда не делся. Вот, можно также пройти кисточкой, чтобы все эти элементы стыковочные объединить между собой. Вот заодно у меня кисточка зеленой акварельной краски, и этим самым прошлась еще по стебелечку. И нам надо еще один такой листочек сформировать. Еще раз, да, мы делаем обычный набор такой хорошей горочки. Вот. Убираем все лишнее. И выкладываем на работу. И теперь делаем левые и правые такие полулисточки, полулепесточки, для того, чтобы пристроить их сбоку нашего центрального элемента листика. Вот. Всегда помним, да, что у нас наша горочка — это основа всех основ. Начиная с нее мы как листики, так и лепесточки формируем. Теперь делаем набор с этой стороны. Элемент мне нужен совсем небольшой, поэтому я его вот, в принципе, сразу могу и другой элемент сделать. Так, вот. Теперь мне нужно эти элементы между собой объединить. То есть я как бы добавляю объем по ширине моего листочка, но он получается у меня не гладенько, как бы овалом переходит, а некой такой небольшой ступенькой. Если вы рассмотрите листики пиона, примерно так оно и есть. И с другой стороны, при этом вот эти объемы, они не обязательно добавляются симметрично, как с одной, так и с другой стороны. То есть один элемент у нас может быть чуть повыше, другой чуть пониже, потому что листики у пиона, они все разные. Вот. То есть я добавляю эти элементы. Ввожу серединку, чтобы она у меня была длинненькая. И теперь я устанавливаю этот лист на работу. То есть непосредственно на работе мы его еще доведем до ума. Вот такой вот он получается, как бы такой ступенькой.
Я его добавляю вот, наверное, вот в эту часть. То есть тем самым у меня формируется веточка листиков пиона. Немножко вот так ее приподнять и сделать у основания такое узкое и вытянутое. Добавлю совсем небольшой элемент, чтобы мне вот в этом месте довести до стебелечка сам листок. То есть мы не боимся как-то экспериментировать. Если видим, что нам не хватает какого-то элемента, мы его смело добавляем. Вот, а теперь мне надо все это красиво разгладить и собрать воедино. Вот, то есть я добавила немного штукатурки, чтобы изобразить продолжение моего листика. Вот. Тут он у меня сам красиво изогнулся, я это оставлю. Вот, и теперь я беру кисточку и красивенько все это дело сглаживаю. То есть кисточка, она является таким довольно хорошим помощником, потому что мастихин все равно грубый инструмент, и не всегда удается добиться какого-то ровного стыка, соединения элементов. Приглаживание мастихином все равно оставляет какие-то зазубрины. Вот, и кисточка, она позволяет, она более мелкая, и используем ее с водой. То есть мы как бы подправляем какие-то шероховатости, возможно, какие-то неточности, возможно, где-то доводим форму до того состояния, как нам надо. А вот в данном случае кисточкой я вот сейчас предварительно, получается, смачиваю листочек. И сейчас, когда я буду использовать акварельные краски, они у меня уже будут ложиться на мокрую поверхность очень хорошо. Вот, то есть я не закрашиваю поверхность листочка целиком, а вот я показывала, что кисточка у меня уже старенькая, и она как бы такие щетинки все в сторону. И вот этими щетинками я пририсовываю, и тем самым у меня остаются вот эти вот более светлые прожилки. Вот. Таким образом, вот тут у меня напачкалась. Сейчас попробую его растушевать, может салфеткой промокнуть. Да, вот салфеткой получилось промокнуть, чтобы на розовом листочке у нас не было никакого зеленого пятна. Вот. Вот я вам сейчас покажу. Нет, подождите, еще не покажу. Еще мне хочется вот этот листик немного подправить. Так, вот сделаем его воедино, чтобы он как бы красиво у нас выходил стебелек. Так, еще
Еще раз возьмем кисточку. Вот. Вот таким образом мы будем формировать все листочки. То есть, возможно, здесь будет веточка, вот в этой части. Сейчас мастихином показывать. Вот в этой части сделаем листочек. Может, какой-то сюда выведем, потому что я планирую здесь бутон. Сначала я хотела сделать один полураскрывшийся бутон, как бы в 3/4 лежит цветок, раскрытый цветок и один бутон. Сейчас у меня желание сделать 3 бутона в верхней части, то есть вот тут какой-то маленький и еще. Вот, и я думаю, что с листиками пока понятно. А сейчас мы попробуем изобразить вот в этой части бутончик. Вот такие яркие, красивые листья у нас получаются. Я сформировала еще одну веточку. Основа у меня был более холодный зеленый цвет, на этой веточке более теплый, чтобы они хоть как-то друг от друга отличались. Мы закончили формировать наши листики. Спасибо, что были вместе со мной. В следующей части мы начнем формировать бутончики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставайтесь вместе со мной. И пока-пока.